Всем привет! Многие из вас заказывают дизайн-проекты или сами проектируют дизайн-проекты. И сталкиваетесь вы, наверное, с какими-то нюансами касательно юридических документов. Вы не знаете, какие должны быть документы в рамках дизайн-проекта, что нужно подписывать, что не нужно подписывать. В этом видео я хочу рассказать структуру юридических документов, которые входят в дизайн-проект. Далее, в последующих видео я буду рассказывать более детально о каждом документе. Подписывайтесь на меня, комментируйте, ставьте лайки. Сейчас расшарю экран и сразу покажу вам этот список, по которому я работаю и который является стандартом для моей компании. 2 секундочки. Вот вы видите мой экран, я им поделился. Первое– это, конечно, договор. Мы всегда должны подписывать договор, который не просто скачан из интернета, а который относится непосредственно к дизайн-проекту, где указаны какие-то моменты, нюансы взаимодействия, как это взаимодействие происходит. Например, признается переписка в рамках доменного имени по электронной почте, например, Ковалев .ру. Далее вы обязательно должны учитывать время взаимодействия, когда вы общаетесь с клиентом, если у вас какие-то мессенджеры, обмениваетесь ли вы информацией по мобильному телефону, обязательно это нужно указывать в договоре. Если у заказчика, у клиента представитель, который будет подписывать документы, это тоже нужно указать в договоре. Например, вы подписываете договор, он длится порядка 2 месяцев, и сам подписант, основной заказчик, может уехать куда-то в отпуск. И на территории страны, не знаю, там России или другой какой-то страны, может быть только его представитель, супруга, супруг или дети, или родители. И важно, чтобы он указал именно то физическое лицо, которое может подписать эти документы, и сослаться на него именно в этом договоре. Следующая важная часть самого договора– это соглашение о составе работ. Сам договор, он стандартный, он обычный, его можно, в принципе, тому же дизайнеру или дизайн-студии не менять. Но соглашение о составе работ, оно вариабельно, оно может быть различное. Обычно там присутствует в районе 5 этапов. Это техническое задание, планировочное решение, это концепция, это 3D-визуализация и рабочая документация в виде чертежей. Это 5 этапов. У кого-то может быть 4, у кого-то меньше, где-то не будет 3D-визуализации. Но в любом случае соглашение о составе работ должно быть обязательно. В соглашении указывается конкретный этап, его сроки и стоимость его для заказчика, и когда он закрывается. Далее идет техническое задание. Я его отдельно выделил. Оно может быть в составе работ, а может быть вообще отдельным документом, как часть договора. Но обязательно должно быть подписано техническое задание, так как это основа, чтобы впоследствии не было ни у кого недоразумений. А вот почему так, почему иначе, почему именно вы применили эти моменты, вы применили такие-то решения. Важно иметь техническое задание. Помните, какое ТЗ, такое ХЗ. То есть, значит, чем детальнее техническое задание покомнатно, по помещениям, с учетом пожеланий всех жильцов, детей, супруга, супруги, родители, если они там живут. Это все нужно учитывать. Четвертое– акт приема передачи каждого этапа. Обязательно нужно каждый этап принимать актом приема передачи. Более того, этот акт, если, к примеру, у вас есть первый этап, это планировочное решение или техническое задание, и оно по договору, по соглашению о составе работ, вот пункт 2, должно было закрыться 5 днями ранее. То есть вы опоздали на 5 дней. Вы обязательно в акте на закрытие конкретного этапа планировочного решения вы должны указать, что сроки этапа сдвигаются на эти 5 рабочих дней или календарных дней. Это важно делать, чтобы у вас была сдвижка по срокам. Если вы не будете этого делать, то можно попасть на приличную неустойку за каждый день просрочки. Поэтому сдвижки по срокам в каждом этапе, в каждом акте выполненных работ нужно обязательно указывать, если они были. Далее есть акт на
приемку второго этапа, да, у кого-то это может быть первый этап, это планировочное решение. Планировочное решение должно проектироваться в соответствии со стандартами конкретной страны по приемке и утверждению этого планировочного решения. В России там могут быть какие-то ГОСТы, СНИПы и так далее. Вы как заказчик и вы как дизайнер, вы должны понимать, что ваши стены, которые вы спроектировали, не заходят в жилую зону, что мокрая зона не заходит в жилую зону, что э, коридоры у вас находятся там, где должны быть, и что это все планировочное решение, которое вы разработали в старте дизайн-проекта, оно согласуемое. Если вы выявляете, что оно не согласуемое, вы, дизайнер, должны подписать с заказчиком расписку о несоответствии планировочного решения. Это обязательно нужно сделать. То есть планировочное решение нельзя реализовать или это несогласуемое планировочное решение. Подписывая эту расписку, заказчик должен четко понимать, что он может не согласовать это планировочное решение, что он действительно это понимает. Многие заказчики, которые адекватно идут на несогласуемое планировочное решение и его утверждение, они быстро и оперативно подписывают. Те заказчики, которые сомневаются, на этом этапе это как раз дополнительный чек для заказчика. Заказчик сомневается, он не подписывает, значит, нужно приводить планировочное решение в соответствии со стандартами непосредственной страны, в которой вы находитесь, или города, если там есть какие-то отдельные нормативы. Это важно сделать, чтобы после завершения дизайн-проекта, который может длиться 2 месяца, некоторые длятся полгода дизайн-проекты, чтобы не было так, что этот проект нельзя реализовать, то есть построить, так как планировочное решение в нем не согласуемо. А заказчик, допустим, вам через полгода скажет: знаете, а я как бы ничего не говорил, почему вы меня вообще так проектировали? И это, возможно, делается не специально, заказчик может забыть. Но эта бумага, эта расписка, она перестраховывает и заказчика, и самого дизайнера. Далее очень важно подписать доверенность на представителя. Если договор не ссылается на представителя, я вам обязательно его покажу, как он выглядит, вам нужно подписать отдельную доверенность на представителя со стороны заказчика, чтобы он делегировал, если он будет в командировке, в отпуске или недоступен, или еще что-то в этом роде, он должен делегировать именно представителю право подписи. Тут нужно сразу заказчику обозначить, что согласовывает все он, но этот человек непосредственно может подписать эти документы. Это тоже важно учитывать, так как многие дизайнеры сталкиваются с ситуацией, когда сам заказчик, если он из премиального сегмента, он вообще не подписывает документы, а подписывает его представитель. Но если возникает спор какой-либо, у вас по факту, у дизайнера документы подписаны только представителем, но нет никакой доверенности. Важно подписывать доверенность и делать это на берегу. Это ключевой момент. Далее расписка о согласии с нарушениями в планировке. Она берется отдельно, эта расписка, как я вам говорил, и также дополнительно указывается в 4 пункте в акте. То есть вы в 2 документах после планировочного решения указываете о несоответствиях. Первое – это расписка о согласии с нарушениями, и в акте прием передачи конкретного этапа вы указываете это несоответствие. То есть чтобы вы были прикрыты максимально со всех сторон. Это не то, что да, там вот мы прикрываемся, мы там не виноваты или еще что-то в этом роде, чтобы все стороны, и заказчик, и дизайнер, еще на старте дизайн-проекта, на этапе планировки, все понимали, что это согласуемое планировочное решение или несогласуемое, и подписали эту бумагу. Доверенность в УК, она может потребоваться дизайнеру или руководителю проекта от заказчика при старте работы над дизайн-проектом, когда нужно поехать, взять какие-то технические условия или регламенты управляющей компании, какие у нее требования, какие у нее, например, если вы будете менять окна, какой RAL должен быть, и чтобы не теребить заказчика, чтобы он не мотался по управляющим компаниям, вы можете поехать как дизайнер самостоятельно в управляющую компанию на основании доверенности. Я тоже впоследствии покажу, как выглядит эта доверенность. 8. Это акт о закрытии передачи всего дизайн-проекта. Помимо актов, которые у вас будут
будет в районе 5 на каждый этап дизайн-проекта, когда вы его закрываете, и помните, вы сдвигаете сроки, у вас будет акт о закрытии передачи всего дизайн-проекта, в котором вы отражаете передачу самого дизайн-проекта заказчику и о закрытии всего дизайн-проекта, и указываете все сроки, которые у вас сдвинулись. Это дополнительная перестраховка. То есть вы указываете, насколько сам договор, первый пункт, сдвинулся в финале проектирования и, конечно, передача самого дизайн-проекта. По практике сталкивались, когда заказчики теряли дизайн-проект или у них его не было, а мы, допустим, уже там спустя 5 лет не хранили его, и у заказчика возникали какие-то вопросы, а где мой там дизайн-проект, можно его восстановить. Вот такой акт, он как бы говорит о том, что заказчик получил от вас дизайн-проект, все понимают, что он подписал, и ему этот дизайн-проект передали. Это тоже важный документ, который закрывает весь договор. Учитывайте эти 8 документов. Если видео было полезно для вас, пожалуйста, подписывайтесь на меня, комментируйте, лайкайте. Рассчитываю на вашу обратную связь. Всех обнял. Пока-пока.